Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Оксана Коневец и Алена Боровика. Мой первый вопрос. Как вы узнали о своем диагнозе? Я о своем диагнозе узнала случайно. Мне было 42 года. Ты, собственно, чадо мое, старшая дочь, закончила школу, и у нас с папой появилась мысль о том, что, возможно, мы готовы к еще одному ребенку. И, собственно, в процессе подготовки к этому радостному процессу я решила пройти обследование, в результате которого, к сожалению, выяснилось, что планы у нас на ближайший год не такие радостные, как хотелось бы, а совсем наоборот. Вот такой у нас получился. Получение диагноза у нас вот такое вышло. Алена, как вы узнали о своем диагнозе? Тоже совершенно случайно. Моюсь в душе вечером. Я обнаружила у себя уплотнение в левой груди. Больше похоже, как вот мне показалось, такой как камень. Вот. И я, конечно, запаниковала сразу, записалась на УЗИ. И на УЗИ врач сразу сказал, что ничего обнадеживающего, что надо идти дальше обследоваться и поставить диагноз. А насколько вы были осведомлены о раке до болезни? Я с этим вообще не сталкивалась никогда, никто ни из родственников, ни из друзей, я абсолютно ничего не знала о раке. Какие первые шаги вы предпринимали после установления диагноза? Я, собственно, первым делом, как и 99%, наверное, людей, полезла в интернет. Испугалась. И после этого уже начала искать все-таки возможности получения более верифицированной информации, именно медицинской. Потому что нам всем кажется, что мы любую информацию можем получить в интернете, но это такой объем информации, в котором ты настолько тонешь, и ты можешь себя так напугать, или наоборот, так себя успокоить, что это будет во вред. Поэтому уже вот сейчас, пройдя этой дорогой, да, все-таки я считаю, что лучше не пытаться самому разобраться, да, а подключать по возможности второе мнение тех, кто уже прошел через похожие диагнозы. И, мне кажется, это более продуктивно и более успокаивающе, как ни странно. Как вы справлялись с побочными эффектами диагноза? Ой, как с ними можно справиться? Их надо просто пережить. Побочные эффекты диагноза или самого лечения? И диагноза, и лечения. Сначала это паника, все проходят через вот эти стадии принятия, осознания. Это очень тяжело, это что там и скрывать. А потом ты берешь себя в руки, как-то стараешься и идешь дальше. Другой дороги нету. Только лечиться, вперед к выздоровлению. Вы чудесно выглядите. Появились ли у вас, может быть, какие-то физические изменения там во внешности после лечения? Спасибо большое. Физически, больше, наверное, появилась слабость такая, да, может быть, конечно, не все внешне как отображается, как ты себя чувствуешь, самочувствие и все остальное, вот, но, конечно, появились. Как изменилось ваше отношение к своему здоровью после заболевания? К здоровью, наверное, не изменилось так, как должно бы измениться, на самом деле, буду честным. То есть я понимаю, что и на сегодняшний день делаю недостаточно для того, чтобы правильным образом сохранять качество жизни, которое нужно.
Вот, поэтому я не могу похвастаться тем, что я начала очень много ходить, что я занялась йогой, например. И, ну, в общем, я не могу этим похвастаться. И начала исключительно правильно питаться. Это не мои сильные стороны, к сожалению, и до сих пор. Но я все равно стараюсь больше двигаться. У нас появилась собака, которая этому способствует. Я по мере сил, конечно, сопротивляюсь, но она делает все возможное для того, чтобы я двигалась больше. Вот. С одной стороны. Второй момент. У меня такое немножко не очень популярное сегодня, наверное, вообще отношение к жизни, в том смысле, что я не являюсь сторонником, поклонником идеи вечной молодости, и это никогда не было моей целью. Мне кажется, что жизнь вообще прекрасная штука на всех ее этапах. Вот. За все нужно быть благодарным, и все нужно уметь проживать полноценно, все в свое время. Поэтому я очень надеюсь, что мне хватит внутренних ресурсов все-таки собраться и действительно чуть больше уделять времени своему движению и своему питанию именно с точки зрения качества жизни. Вот. Но я думаю, что это такая штука, которая полезна вообще для всех, не только для тех, кто прошел диагноз, но и для не просто для каждого, а вообще мы просто очень относимся как-то к себе, к своему здоровью часто так, как будто мы вечные. И нам всегда кажется, и мне до диагноза казалось, что все более-менее нормально, еще успею. И, наверное, диагноз стал таким моментом, который мне показал, что мы никогда не знаем, сколько у нас впереди времени, поэтому то время, которое есть, его нужно использовать полноценно и стараться то время, которое есть, провести максимально качественно и максимально здоровым настолько, насколько ты можешь на это повлиять. Есть такое выражение синдром отложенной жизни. Вот мы все время откладываем до лучших времен, получается. Независимости, заболели мы, не заболели. А потом, когда вот это осознание приходит, так у меня тоже, ты уже думаешь, так, нет, я сейчас, надо сейчас проживать. Вот он момент, вот она жизнь сейчас, а не когда-то потом. Действительно, наверное, диагноз, когда вот ты с этим сталкиваешься, ты такой хоп, как встряхиваешься, что да, вот что, как сейчас надо жить, а не когда-то потом и откладывать. А как ваше окружение отреагировало на новость? Окружение очень по-разному отреагировало, но у нас в основном, как вот я вижу, общество, знакомые, друзья очень боятся этого. Это вот как вот есть такое выражение канцерофобия или как это. То есть на тебя все вот так вот смотрят с таким вот состраданием, типа, ты там давай, держись там. То есть никто даже не допускает мысли, что вообще-то это лечится, что все может быть в порядке, и ты с этим справишься. То есть так вот. Люди, может быть, даже больше напуганы, потому что они еще больше не имеют информации. То есть если там, допустим, сам заболевший, вот я там хожу к врачу, общаюсь с врачом, там мне какие-то дают определенные действия. Вот я знаю, вот сегодня я иду сюда, завтра я иду сюда, и вот свои шаги, то родственники, друзья и близкие, они, как правило, с этим не слышат этого. Кто-то боится задавать вопросы, чтобы кто-то не знает как, и многие вот как-то вот особняком больше вот как сказать, не то, что не поддерживали, а старались, вот как вот ни в чем не бывало, общаться с тобой, и никаких-то вот таких вот слов или там каких-то еще что-то действий, такого не было. У
у меня окружение как-то отреагировало все очень адекватно. Я очень благодарна на самом деле своей семье, своему мужу, потому что я сама человек достаточно эмоциональный, и я понимала, что я должна собираться, и для того, чтобы я прошла лечение адекватно, я должна быть максимально сконцентрированная. И если бы меня начали каким-то образом жалеть именно, мне кажется, что меня бы развезло эмоционально. Вот. Но у меня муж такой, он очень поддерживающий, и при этом очень спокойный. Я ему за это очень признательна на самом деле, потому что он такой у меня становится таким буфером между моими какими-то вот такими сложными эмоциями, да, и реальностью, с одной стороны. Второй момент, что касается детей. У нас был такой эпизод, я его сейчас напомню, Маш, тебе, да, который меня очень обидел на самом деле, да, который связан, собственно, вот с тобой был. Я думаю, что ты прекрасно его помнишь. Потом я немножко по-другому переоценила его, да, но на том этапе меня очень это задело. Я тогда была после операции, восстанавливалась, и у меня еще не было понимания, какое будет дальнейшее лечение. Это было пару недель буквально после операции. И это был 21 год, 22-й, боже уже. Вот, и это был такой прям разгар ковида. И ты тогда пошла на тусовку и, в общем, вернулась с ковидом оттуда. Вот. И меня это тогда очень задело, честно скажу. Потому что, мне казалось, как же так? Уже взрослая девочка, но она же должна понимать, почему же вот она так сделала? Это была первая реакция. Потом, на самом деле, я переосмыслила и понимала, что на самом деле это была неправильная моя реакция, потому что я понимаю, что вот уже сейчас, да, я понимаю, что наверняка близким в некотором смысле даже сложнее, чем самому пациенту. И мне кажется, что сохранить такое нормальное, стабильное эмоциональное состояние близким может быть даже иногда важнее, чем самому пациенту, потому что это отражается неизбежно так или иначе и на пациенте потом, да, на том, кто лечится. И, возможно, вот уже сейчас, думая об этом, да, я думаю, что, возможно, вот именно такой ровный эмоциональный фон, который вы мне все втроем давали, и вы с сестрой, и папа, да, что все будет нормально, что, ничего, ты сейчас полечишься, вылечишься, и все будет нормально, собственно, в чем проблема. Вот, может быть, для меня именно это было, наверное, самым правильным, потому что если бы, мне так сейчас кажется, что если бы вокруг меня в большей степени порхали, жалели и прочее, мне кажется, что я бы сложнее переносила все, и мне кажется, что эмоционально мне было бы гораздо сложнее собраться. Так что я очень признательна за то, как моя семья меня поддерживала. А скрывали ли вы от кого-то тот факт, что вы заболели? Я лично не скрывала. Более того, я когда поняла, что люди действительно относятся к заболеванию как к некоторому фактору страха,
я начала, наоборот, об этом говорить просто на каждом углу, что называется. И это был такой способ для меня, во-первых, заявить о том, что не надо меня бояться, я здесь, и хотите вы этого или нет, я здесь буду. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что на сегодняшний день продолжительность жизни растет, и так или иначе мы все чаще сталкиваемся с этим диагнозом. И я понимаю, что здесь не просто нечего бояться, это такая же часть жизни, как и любая другая болезнь, либо другое любое состояние вообще человека. Мы, никто не застрахован ни от какого диагноза. И поэтому нужно воспринимать, мне кажется, онкологию просто как одно из возможных хронических заболеваний. Но в конце концов мы же не боимся, я не знаю, гипертонии, например. Но я, например, ни разу не видела людей, которые боятся гипертонии. А почему-то тех, кто боятся рака, я вижу. Хотя, собственно, сердечно-сосудистые заболевания являются ничуть не меньшим фактором риска для довольно большого спектра серьезных заболеваний. Но почему-то гипертонию не боятся. Поэтому мне кажется, что онкология — это та тема, о которой нужно говорить. Канцерофобия — это то, от чего нужно избавляться обществу, просто для того, чтобы и те, кто болеют, не боялись, и те, кто сталкиваются в окружении, не знаю, с коллегами, друзьями, родственниками, не спешили их хоронить. Какие формы поддержки были именно для вас наиболее ценными? Времяпрепровождение, наверное, больше для меня было ценно. То, что люди проводили со мной время, делали то, что мне надо было в тот момент. Например, пойти погулять. Это было очень важно во время лечения, прогулки. И когда люди откладывали свои дела и шли, гуляли, разговаривали или чем-то еще занимались со мной вместе, это было очень ценно. А слова — это тоже как, сегодня у тебя такое настроение, такое самочувствие, завтра у тебя такое настроение, такое самочувствие. И именно почувствовать человека, что ему в тот момент сказать, или, может быть, вообще его не трогать, это тоже очень важно. А какие ошибки, на ваш взгляд, часто допускают люди, которые ухаживают? Которые ухаживают за онкопациентами или которые в просто частности, рядом? из ваших знакомых, да, не профессионалы в этом деле, а просто какие-то знакомые, которые хотят, возможно, как-то помочь. Люди, самая такая частая, наверное, ошибка, это все начинают искать причину. Это с тобой случилось, потому что ты сахар ел, или потому что ты у себя не простил какие-то эмоции, или еще что-то. То есть им виднее, и они тебе об этом говорят, не стесняясь, да. С тобой это случилось, потому что так-то и так-то, хотя люди совершенно не имеют к этому никакого отношения. Это, наверное, было самое тяжелое — слышать и пытаться людям объяснить, что, это не так. Это было самое такое интересное, скажем так. Какие ресурсы вам больше всего помогли, возможно, в поиске какой-то информации? То есть медицинские, информационные, возможно, какие-то видео, то есть? Мне повезло столкнуться со статьей группы «Пардевод». И я всегда для себя считала, что группа поддержки — это что-то такое, что вообще не про меня. То есть, наверное, это кому-то помогает, но я вообще другой человек, и мне это вообще и не нужно.
И я справлюсь сама, и я же человек, умеющий работать с информацией, я все могу найти сама. Мне всегда так казалось. И когда я на самом деле столкнулась с диагнозом, я поняла, что я прям плыву, потому что информации очень много, и я не всегда могу правильно оценить, что из этой информации подходит в моем случае, что нет. И даже когда я обращалась к каким-то серьезным медицинским источникам, мне все равно не до конца было понятно, насколько эта информация применима к моему случаю. Поэтому, когда я начала общаться с девушками из группы поддержки, которые прошли через этот диагноз уже так или иначе, либо проходят его в процессе сейчас, на самом деле мне это очень помогло. И я, собственно, вот этот случай свой рассказываю везде просто, где могу, например, да, потому что мне, конечно, очень повезло, если вообще это применимо к моему диагнозу, вообще, насколько это применимо к диагнозу онкологии, да, я понимаю, что мое лечение стало одним из самых легких, которые возможны при этом диагнозе. При том, что я прошла операцию, и мне изначально по решению консилиума была назначена химиотерапия и потом облучение. Именно благодаря группе поддержки я выяснила, что, возможно, при моих показателях опухоли, возможно, мне не понадобится химиотерапия, возможно, она в моем случае не будет результативной. И именно благодаря группе поддержки я узнала о том, что есть возможность пройти генетический тест, который покажет эффективность химиотерапии в моем конкретном случае. То есть я абсолютно четко понимаю, что без информации от девушек, которые уже проходили через похожий диагноз, я бы, собственно, просто не знала о том, что это можно сделать. Я бы пошла по классическому протоколу, который предлагался мне изначально, и я бы пошла на химиотерапию, которая, как оказалось, мне совершенно не нужна. Вот, поэтому сейчас я всем очень рекомендую по возможности все-таки общаться с братьями по диагнозу. Возможно, вы просто часто не знаете, что спросить. Возможно, у вас нет достаточного понимания, что то, что с вами в данный момент происходит, это не норма, например. Да? И, возможно, именно те, кто уже прошел через этот диагноз, могут вам помочь правильно сориентироваться и в потоке информации, и в том, что на самом деле означают ваши, не знаю, чувства, например, не знаю. Еще был такой момент, например, который я тоже сразу не поняла, что происходит, например, через полгода после уже окончания облучения. Мне показалось, что у меня какие-то странные ощущения, они не связаны были непосредственно с местом опухоли, например, да, то есть у меня начала болеть и отекать рука. И опять же, мне вроде как никто никогда ничего не говорил, и врачи мне ничего не говорили, что же это может быть. Да, и опять же, и снова девчонки из группы поддержки мне подсказали, что это может быть отек, связанный с удалением моих лимфоузлов, и что я, собственно, должна делать, и каким образом себе помогать для того, чтобы убрать эту побочку. Поэтому, на мой взгляд, группа поддержки — это здорово. А какие ресурсы оказались наиболее полезными для вас?
Изначально я тоже, как и все, наверное, стала читать и смотреть интернет. Группу поддержки я нашла не сразу. Для меня вообще было удивление, что в Латвии каждая 8-я женщина с этим сталкивается, и ты так смотришь вокруг, так сосчитал, сколько у тебя коллег, сколько у тебя родственников, и думаешь, ну ладно, пусть я это буду 8-я, да. Изначально я в соцсетях следила за теми, кто о своем диагнозе рассказывал о ходе лечения и так далее. Каких-то врачей читала. По протоколу, вот то, что у меня тот тип опухоли был, изначально мне была не положен тест на мутации, да, но я, начитавшись, я из тех людей, что думаю, лучше поставить галочку, что у меня этого нету. Я по своей инициативе пошла, сдала этот тест, и оказалось, что у меня есть эта мутация, которая в корне поменяла мое лечение, в том числе и объем операций, и химиотерапию и так далее. То есть, может быть, если бы я так и не была внимательна, тоже было бы немножко тоже по-другому. Группу поддержки я искала. Я думаю, ну должно же что-то быть в Латвии. Где все, где мои? Вот, и уже когда мой курс химиотерапии заканчивался, там уже какие-то последние оставались разы, я вступила в группу, и я очень благодарна, потому что ты сразу так вот как выдохнул, сразу легче стало, сразу тебе все подсказали, где, что, как, и так радушно приняли. И ты такой, ну нет, жизнь продолжается. А как вы, в принципе, справлялись с эмоциональными и психологическими аспектами болезни? Изначально ты принял, вот когда ты все это пережил, отплакал, отпереживал, принял и все, и пошел. Пошел дальше лечиться, вот, шаг за шагом. Для меня было ну, такое, как в помощь, не в помощь. Вот ты знал, что у тебя 8 курсов, и ты такой, так, я прошел 2 курса химиотерапии, это уже 25% сделано. Прошел 4, это уже 50, и все. То есть на убыль дальше идет. То есть я справляюсь, я иду. Вот это, наверное, ну так, самоуспокоение такое вот. А как вы справлялись со своими эмоциями? У меня, наверное, такое странное немножко отношение, потому что, с одной стороны, конечно, первый шок, все вот это, но когда я уже, опять же, начала общаться с другими людьми из группы поддержки, когда я увидела, с чем сталкиваются они, и когда я поняла, по насколько легкому сценарию иду я, мне как-то даже стало немножко неловко за то, что я так эмоционально изначально восприняла свой диагноз. Я все время смотрела и думала, боже, какие девчонки сильные, как они справляются, как это было. То есть у меня как-то мои эмоции немножко отошли на второй план, и у меня, наоборот, возникло какое-то желание максимально поддержать и что-то сделать для кого-то еще, потому что у меня было прям такое чувство, что вот мне прям показали, как оно бывает и как на самом деле мне повезло. Вот как-то так. Такой вот странный способ у меня был справиться с моими эмоциями. Какие упражнения или виды деятельности помогли вам восстановиться уже после болезни? После болезни, после
операции, после самого основного лечения, вот опять же благодаря группе я узнала, что у нас есть физиотерапевт, тренер, который непосредственно занимается с онкопациентами. Оказывается, для меня было открытие, что можно спортом заниматься не только после, но и во время самого активного лечения. Вот, и я стала ходить на тренировки, это просто кайф, потому что, конечно, осознание своей немощности — это очень тяжело, своей слабости в течение лечения и после, но шаг за шагом ты постепенно, занимаясь, и обратно приходил в свою форму, так скажем. Даже, можно сказать, лучше. Я вот никогда в жизни до болезни не думала, что я смогу бегать. Вообще бег и я — это были две несовместимые вещи абсолютно. А вот благодаря занятиям и благодаря тренировкам я научилась бегать. Я все еще не умею, супер. Как вы справляетесь со страхом рецидива? От страха рецидива, наверное, никогда невозможно избавиться. Понятно, что когда основное лечение закончено, ты должен все время наблюдаться, мониториться. И, ну, я скажу за себя, то есть ты живешь от проверки до проверки. То есть ты сходил, ты все, выдохнул, галочку поставил, все окей. И следующее ты уже знаешь, через сколько будет, там, через полгода, там, какое следующее обследование. И все равно ты идешь, и поджилки трясутся, ты думаешь, а вдруг что-то не то. Вот, справиться я не знаю, как с этим. Я, наверное, тоже пока не справилась. И я, когда иду на обследование, я как-то даже вроде как не боюсь, как мне кажется. Мне кажется, что я иду спокойная. Но при этом, если я вдруг понимаю, что, например, результаты обследования приходят не так быстро, как мне кажется, что должны быть, вот в этот момент я понимаю, что как-то это сердечко-то стук пропускает. Вот. И все равно, конечно, страшно. Конечно, страшно, но я себе просто каждый раз говорю о том, что у нас есть сейчас время, которое нужно использовать по максимуму. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому нет смысла этого завтра бояться. Живем сегодня, и живем сегодня не в том смысле, что эгегей, давайте получать все удовольствие от жизни, которые только доступны. Скорее наоборот, что нужно этот сегодняшний день прожить так, чтобы ты успел сделать, его для себя, но как бы, чтобы ты его чувствовал непрожитым зря, чтобы ты успел что-то сказать, кому хотел бы сказать, что-то сделать полезное, может быть, или наоборот, не сделать какой-то гадости, о которой ты, возможно, завтра пожалеешь. Как-то так. Как изменились ваши отношения с близкими после болезни? С близкими у меня, наверное, никак не изменились отношения. Другой вопрос, что у меня немного сменился круг общения. То есть у меня остались самые близкие мои со мной, безусловно, но я стала чуть меньше общаться с теми людьми, которые в моей жизни были вторичными. И мне кажется, что это как раз та болезнь, которая тебе помогает понять, кто же на самом деле твой в твоем окружении. А как болезнь поменяла на ваше окружение? В любом случае, в жизни так бывает, что люди приходят, люди уходят, и, наверное, вот этот диагноз — это и есть какая-то точка такая переломная для человека, чтобы посмотреть, может быть, немножко с другого ракурса на свое окружение. Люди, опять же, как проявились. У меня тоже поменялся круг общения.
Вот, и причем я думала, что разве возможно встретить кого-то заново, с кем-то начать общаться, дружить. На самом деле, да, столько людей в твоей жизни новых появилось, что ты даже удивляешься, как такое вообще возможно. Какие советы вы хотели бы дать людям, которые ухаживают за больными раком? Быть более, может быть, чувственным к человеку, к его не то чтобы боли, а вот желаниям и просто, может быть, даже посидеть рядом, поговорить, если человек хочет, не говорить, как-то поучаствовать, чтобы человек не чувствовал себя одиноким, чтобы он чувствовал, что вот кто-то с ним рядом есть, потому что на самом деле это у меня было такое чувство, что ты остался один на один, что ты один, несмотря на то, что вокруг коллеги, друзья, родственники, когда ты сталкиваешься с диагнозом, такое ощущение, что ты остался один. Но мы сами знаем, что один в поле не воин, и поэтому дать вот эту какую-то эмоциональную поддержку, вот это, наверное, важно. Опять же, каждый воспринимает по-своему, поэтому это уже по человеку. Какие советы вы могли бы выделить? Мне кажется, что важно, с одной стороны, поддержать, с другой стороны, не переусердствовать в жалости. И вот именно вот это качество просто быть рядом. Просто быть рядом и иногда просто спрашивать, чем я могу тебе помочь, что тебе нужно. Что бы ты хотел. Вот этого вполне достаточно. Как вы научились просить и принимать помощь от других людей? Я не научилась. Я не научилась, это сложный для меня скилл на самом деле. Мне вообще очень сложно просить о помощи. Мне всегда кажется, что я кого-то напрягаю, что человек, если сможет, он сам поможет. То есть для меня это прям сложно, даже с близкими. Вот, поэтому я, наверное, плохой пример. Я только учусь, я учусь тоже говорить о том, что я чувствую, о своих желаниях, о своих чувствах. Потому что как человек может догадаться, если ты ему об этом не сказал, что ты хочешь или что ты чувствуешь? Я учусь. Это тяжело, потому что ты все время почему-то думаешь о другом, чтобы его не обидеть, как-то не задеть, а себя все время ставишь на второе место. Но это, наверное, такой первый шаг, вот диагноз, болезнь дает нам, чтобы себя поставить на первое место для самого же себя, полюбить себя в первую очередь. А какие книги, фильмы или какие-либо другие ресурсы вдохновляли вас во время борьбы с болезнью? Мы посмотрели всей семьей фильм «Счастье в волосах». Это такая была довольно-таки больная для меня тема, потеря волос во время химиотерапии. Но этот фильм не был об онко, это был о принятии себя, о вот тех рамках, которые люди сами себе и общество навязывают. Достаточно такой позитивный, и ты так, ничего страшного, даже без волос ты можешь быть красивым. Ничего как бы такого криминального не произойдет, волосы потом отрастут. У меня, наверное, не было такого фильма или... то есть я как-то все время смотрю на других людей. И меня вообще вдохновляют просто люди на самом деле. Поэтому мне помогали именно люди. Другие пациенты, другие девочки из группы поддержки, как бы они были прямо моим вдохновением. Какие изменения в общественном восприятии рака вы заметили во время болезни? Возможно, среди ваших знакомых. Ты знаешь, я не заметила больших изменений, к сожалению, на самом деле, да, но я понимаю, что в этом отношении обязательно нужно двигаться, потому что
Потому что действительно процент тех, кто так или иначе в своей жизни либо с собственным здоровьем, либо в семье, либо у коллег, друзей сталкивается с этим диагнозом, это довольно большой процент людей. И нужно просто научиться с этим жить, нужно научиться воспринимать это как болезнь, которую нужно и можно лечить. Вот мне кажется, что это самая большая проблема вообще на сегодняшний день в обществе. Я не знаю ни одной другой болезни, которая вызывает столько страхов, на мой взгляд, даже не вполне оправданных, потому что на слуху, к сожалению, в основном какие-то очень сложные, трагические случаи, ситуации, фатальные. Но, камон, давайте будем честными. Люди могут умереть и от сахарного диабета, например, да, и, ну, то есть никто не уйдет с этой планеты живым. Поэтому, ну, давайте относиться все-таки к онкологии как к части жизни, с которой, да, общество, медицина учатся жить, сосуществовать. Мне кажется, что это нормальное восприятие. Я думаю, что это страх общества и скованность какая-то, вот информация, то, что вот боятся люди к себе подпускать, что вдруг что-то, и там они об этом подумают, и с ними это произойдет. Вот, и вот это, наверное, самая такая большая проблема, неинформированность общества. У меня дети, допустим, спокойно сейчас об этом говорят, то есть для них это уже не вызывает страха. А когда вначале я с этим столкнулась, конечно, для всех и в семье, и в окружении это был страх. Какие мифы о раке вы хотели бы развеять? Какие мифы? Рак — это не смертельная болезнь, самый главный миф. От него можно вылечиться и жить дальше. Ничего, как бы, так что вот, все, я запуталась. Как вот люди думают, что все, если рак, то это все равно смерть. Это не так, к счастью. И большинство случаев излечимы. Опять же, придуманные, и самый главный миф, никакие зелья, там, травы не помогут вылечиться. То есть это надо идти к врачу обязательно и лечиться традиционным способом. Медицина у нас не стоит на месте, 21 век, а не думать там какими-то примочками там, и так далее. Согласна полностью. Мне тоже кажется, что одной из важнейших ошибок, которую подчас совершают, это отказ от лечения традиционного, потому что считают, что ну вот, я уже все равно болею, мне осталось совсем чуть-чуть, зачем же я буду остаток своей жизни портить себе вот этим тяжелым лечением. Я даже среди своих знакомых знаю несколько человек, которые, к сожалению, пошли по этому ужасно грустному пути. Мне кажется, что очень важно понимать, что действительно медицина развивается, и даже те задачи, которые казались нерешаемыми еще, например, 10-15 лет назад, сегодня уже решаются. И даже при очень запущенных случаях, даже при тяжелых самих по себе диагнозах, в подавляющем большинстве случаев есть возможность и минимизировать боль, и поддерживать достаточно нормальное качество жизни даже годами, даже при очень сложных случаях. Поэтому в первую очередь идти к медикам, слушать их, выполнять их рекомендации, лечиться
и не позволять на себе зарабатывать тем, кто спекулирует просто на наших страхах. Что бы вы хотели сказать людям, которые сейчас борются с раком? Я бы, наверное, сказала, не борются, а лечатся. Вот. Не надо бояться, все преодолимо, шаг за шагом. Ищите поддержки тех, кто уже с этим прошел, которые могут вас вдохновить, которые могут вас поддержать, чтобы не бояться, не думать, не нагнетать. Все преодолимо. Супер. Спасибо большое, что уделили нам сегодня время. Оксана Коневец, Алена Боровика. Спасибо. Всё.